described about ISO being more competitive and virtual development and online collaboration are all ways to address that. И я думаю, что все, что описывал Серхио, вот эти виртуальные приемы, работа в режиме онлайн, это все как раз и создано, чтобы с этим справиться. The reality is that sometimes these large organizations may develop their own standards and they simply may become the ones that are internationally used. И реальность в том, что эти крупные организации могут создать собственные стандарты, которые будут использованы на международном уровне. I worry that there will be a failure. Меня волнует то, что эти стандарты будут неудачей, провалом. If such a standard is developed without bringing in all of the stakeholders, I'm not convinced at all that it's the best standard. And my worry would be that at some point there will be a failure of their standard. Now that might be good for us, but it's not going to be good for the people who are using, or the businesses who are using those standards. Дело в том, что если не участвуют все заинтересованные стороны, это может привести к тому, что этот стандарт будет не лучше и провалится. Это может быть хорошо, конечно, для нас, но это не очень хорошо для отрасли, не очень хорошо для бизнеса. Спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, Генерального стандартинформ. У меня вопрос по системе распространения стандартов. Вот очень хорошо сказали о том, что мы переходим от модели документа, стандарта как документа, к модели стандарта как контента. Вот в связи с этим планируется ли пересмотрение или реформирование, в принципе, системы распространения стандартов ИСО? Возможно, это будет IT-продукт какой-то, который ИСО будет самостоятельно разрабатывать, или который будет устанавливаться как приложение на смартфон, или будет интегрироваться в системы производственные, которые там сейчас работают на предприятиях. Спасибо. Well, that's again a very good question, and it's a question for the future of our organization. Опять же, это очень хороший вопрос, это вопрос, который касается будущего нашей организации. I think if we are not able to evolve together with the world, we will lose relevance. Я думаю, что если мы не сможем развиваться вместе с миром, мы будем не нужны. Today we have a very good system, but it's quite a rigid one as well. И сегодня у нас очень хорошая система, но эта система, она достаточно негибкая. So we develop documents, but we already know that we need to start or continue to think about content rather than document. Мы продолжаем разрабатывать документы, но мы также знаем, что нам необходимо перейти на то, что разрабатывается на основе контента. But also the rules we have, it's called GOST R, our commercial policy, to ensure a good dissemination of the standards. У нас есть правила, коммерческая политика, инструкции, которые делают так, что хорошо распространяются стандарты. This is a very controversial area because our members have, legitimate interests in selling their standards and to make money out of it. And there is a lot of competition out there. Это спорная область, потому что наши члены, они могут продавать законно стандарты, получать какие-то деньги, очень серьезная конкуренция существует. So today we have rules that protect the right of members to sell the standards in their territory, but not necessarily are the best to the dissemination of the standards. А сегодня у нас есть правила, права, которые дают возможность членам продавать стандарты на своей территории, но, может быть, это не помогает наилучшим образом распространению стандартов. And at the same time, we face a lot of challenges, especially in the area of copyright, where we have companies that are reproducing our standards in an illegal manner at zero cost and selling them without proper enforcement. И также вопрос возникает авторских прав, когда компании незаконно воспроизводят наши стандарты, продают их, и нет никакого процесса применения. And sometimes our own governments and our own courts and in the legal system do not necessarily understand why we need to protect the sustainability of the system, and that in ISO standards we need to protect
the content and the brand, because we do not produce standards for free. So we need to make sure that our copyright is well protected. Иногда наши собственные государства, суды наши не понимают, почему, собственно, нам надо защищать устойчивость нашей системы, защищать наш контент, наш бренд. Это ведь не бесплатно. So to sum up, and I think we have big challenges in this area, but we also have, good opportunities to address those challenges. Если подытожить, у нас серьезные трудности, но у нас неплохие возможности справиться с этими трудностями. So first, to evolve in the way we work, from document to content. И мы развиваемся, так мы работаем, от документов мы идем к контенту. Second, to make sure that our commercial policy is modern enough to respond to the needs of the standard being disseminated everywhere. И мы должны убедиться в том, что наша коммерческая политика соответствует потребностям распространения стандартов везде. And the third one is for John and myself. It is about awareness raising. We need to discuss with government, we need to discuss with the judiciary system to make sure that they understand that the copyright needs to be protected. И мы с Джоном должны работать в этой области. Мы должны беседовать с представителями госорганизаций, мы должны беседовать с судьями, чтобы они понимали детали здесь защиты авторских прав. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Алексей Неофит, технический комитет оптической фотоники. Скажите, пожалуйста, говоря о стратегии развития стандартизации, предусматриваются ли при этом какие-то изменения в системе подготовки специалистов, разработчиков стандартов? И что при этом, например, стоит сохранить из прошлого, из старой школы, и что можно внести новое или не стоит новое вносить? Спасибо. Another excellent question. Еще один отличный вопрос. Because the experts are so key to the whole process, the training of them is very important. But it's equally important to train the secretariats for the staff who are able to manage all of the experts. From my point of view, I think it's more important that those people, those organizations who carry the secretariats are trained. Дело в том, что да, конечно, эксперты – это ключевые фигуры для процесса, их подготовка важна, но не менее важна подготовка секретариата, который управляет работой экспертов. И вот с моей точки зрения секретариат – это чрезвычайно важно. I think it's important that the experts know the process and are able to benefit from it and add to it, but I think it really needs to be managed by the secretariats. Важно, чтобы эксперты знали процесс, использовали этот процесс, но необходимо, чтобы всем управлял секретариат. I think one of the challenges is language, and you haven't raised that issue, but it is something that I hear in every country. Одна из трудностей – это язык. И вы не поднимали этот вопрос, но это то, что я в каждой стране слышу. Particularly for developing countries, they feel that they don't have a voice. Особенно это касается развивающихся стран. Им кажется, что их голос не слышен. They feel that the countries that are more fluent in English agree before the technical committee meets on the direction. Они чувствуют, что представители тех стран, где лучше говорят по-английски, они приходят к согласию по определенным вопросам еще до заседания технического комитета. And your question was, what should we keep and what should we change? Ваш вопрос был, что оставить, что менять. I wish we could find a way to change the language issue on technical committee so we could hear equally from everybody at the same time. Жаль, что мы не можем вопрос языка решить на техническом комитете, чтобы мы смогли в любой момент услышать каждого представителя по любому вопросу. Until we do that, we miss voices, we miss advice, we miss expertise.
Пока мы этого не сделаем, мы будем терять голоса определенных участников, мы будем терять рекомендации, мы будем терять знания и опыт. On the other hand, I have watched the standard strategy from China for the last 15 or 20 years. А с другой стороны, я наблюдал за стратегией стандартизации в Китае в течение последних 15-20 лет. And their strategy is teach everybody English. Их стратегия всех обучить английскому языку. And because they've done that, they increasingly take on more and more secretariats. И из-за того, что они это сделали, они все руководят работой все большего и большего количества секретариатов. I'm not saying that's bad because they still follow the process. They're still committed to international standards. Я не говорю, что это плохо, потому что они следуют процессу, и они в соответствии с международными стандартами все делают. My advice to Russia is the training of technical experts in whatever language is needed to get your message across. А моя рекомендация России — готовить ваших технических специалистов, которые будут владеть языками, которые необходимы для того, чтобы их точка зрения была донесена. And maybe with all of these smart cities, someday somebody will come along where we can speak one language here and hear another one out the other end through a machine. But we're not there yet. А вот мы дойдут в технологии к тому, что вот эти умные города, мы будем здесь говорить на одном языке, а там в своей машине они уже услышат нас на другом языке, но пока мы еще к этому моменту не подошли. Yeah, maybe one additional comment from my side. First, our capacity building strategy focuses on the strengthening of national standard bodies. So our focus is organizational development. As I said before, we want strong members to build a strong organization. Да, и наш один из приоритетов — это усиление национальных организаций по стандартам, потому что нам, организации, нам нужны сильные члены. Part of that strategy it's about training of secretaries. Because as John said, the key component for the standard development process to be successful is the role of the secretaries of the technical committees. Да, и одна из 6 стратегических подходов — это подготовка сотрудников секретариата, потому что очень важна роль секретариата. Джон уже говорил об этом. Experts are an indispensable component of the system. Without experts, we don't have standards. Без экспертов у нас не будет стандартов. Это жизненно важный компонент системы. What they need is the right tools Им нужны правильные инструменты and the right guidance. и правильное руководство. In the area of guidance, it's all about the secretaries being well equipped with the right knowledge and also with the right approach. As I said before, we want secretaries that are project managers. И в том, что касается руководства, тут нужны правильные знания и правильный подход. Нам необходимы сотрудники секретариата, которые будут заниматься управлением проектами. Я об этом уже говорил. About the tools, and IT is very important here, and one of them is the online collaborative authoring tool that we have just incorporated into the system. And here are some good news in the area of language. Because when you're working online and producing standards in a collaborative manner, many of these IT tools do have some translation capabilities. Да, и дело в том, что мы создаем инструменты, компьютерные инструменты — это очень важно, сотрудничество в режиме онлайн, работа в системе. Опять же, в том, что касается языка. Здесь, когда мы сотрудничаем в режиме онлайн, есть кое-какие инструменты, которые помогают и в вопросе языка. This is far from perfect, but I think it's an interesting development and it's an area for the future. Не идеально, но это развивается достаточно интересно, что-то, что может развиваться в будущем. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, господин президент, господин генеральный секретарь, меня зовут Никита Куприков, руководитель рабочей группы по новым технологиям.
После вашей интересной презентации у меня возник вопрос, занимается ли ИСО сейчас формированием перспективных технологий для стандартизации? И с кем вы сотрудничаете, с какими международными организациями, исследовательскими институтами, для того, чтобы определить этот список критических технологий? И вы упомянули про департамент инноваций и научных разработок. Возможно, он этим занимается. Если занимается, то какие у него приоритеты? И второй вопрос, он относится... По очереди. Да, хорошо. Okay, yeah, no, there are two parts in the question. The first is how do we cooperate with other international organizations. I think that is really key. We have put in place a system for close cooperation with the main international organizations related to the standard development. That is the IEC in electrotechnical area and ITU about telecommunications. So that's the first part. The second one is about how do we identify new areas for standard development, especially in the IT area. And that is quite a challenge. If you remember, our General Assembly in the year 2017 in Berlin was all about open-minded, open for change. So we need to have this approach where we're always ready to change, to respond to evolving needs. And one of the key pillars of that approach is foresight activities, because we are working to respond to needs of today in a 3-year time, because that's the time that it takes to develop an international standard. So the challenge, how do we anticipate not only the needs of today, how do we anticipate the needs of tomorrow? Дело в том, что вопрос стоит из двух частей. Первое, наше сотрудничество с международными организациями. Мы стараемся сотрудничать со всеми организациями, которые являются ключевыми в разработке систем, IC, ITU. И второе, это определение каких-то новых вещей. С IT это достаточно сложно. Ассамблея генеральная 2017 года как раз говорила в Берлине о том, что мы должны быть открыты изменениям. Постоянно потребности развиваются, и здесь необходимо понять, что будет в будущем, потому что сегодня мы работаем над тем, что появится 3 года назад, и здесь требуется определенный уровень предсказания того, что будет в будущем. The first thing we need there is a close cooperation and engagement with the industry, especially at national level. Первое – это тесное сотрудничество с отраслью, с отраслями, особенно на национальном уровне. A national standard body cannot work in isolation, should be fully connected with their country industry. Национальная организация по стандартам не может работать в изоляции, должна быть в полном контакте с отраслью. And the second pillar here is for ISO to have the capacity to respond in a timely manner once a new or emerging area has been identified. И второе, это у ИСО должен быть потенциал реагировать, когда определится какая-то новая область или область, которая точно будет развиваться. The TMB developed some work in that area, but what we're doing now is creating this new unit within ISO Central Secretariat about research and innovation. This is for first to gather data to prove the value of standards, but it's also to identify new areas of standardization for foresight activities. И здесь бюро как раз помогает в этом создании потенциала. И еще, конечно, создано это новое подразделение, которое занимается наукой и инновациями, и собираются данные для того, чтобы, в первую очередь, оценить ценность стандартов, но также это связано с предсказаниями того, что потребуется в будущем. So in concrete, we need GOST R working very closely with the Russian industry to fully understand the emerging areas and how things are evolving. And the second key component here is
for this new unit to be able to take those emerging areas and to propose, or to come back to members to propose new standardization items. И ГОСТ поэтому должен работать с отраслями, смотреть на то, что развивается. И второе, вот это новое подразделение по науке и инновациям должно доносить информацию о том, что будет развиваться, до государств-членов. Спасибо. Can I just speak to your, you have another question? Yes. Go ahead. Да, давайте, задавайте. Вы сейчас затронули очень важную тему подготовку специалистов секретариатов и, соответственно, экспертов по стандартизации. Скажите, пожалуйста, какие шаги предпринимает ИСО для подготовки специалистов корпораций и фирм, организаций, которые занимаются промышленностью? Какие образовательные программы или какие стратегические задачи стоят перед ИСО в этом направлении для максимального расширения и популяризации международных стандартов? Normally, we would see that as an outreach from the national standards body rather than from ISO itself. Но обычно этим занимается национальная организация по стандартизации, а не ИСО. You have the contacts. If there is information that we can provide on the system or on all of that, then certainly we can help. But that would be something we would hope that the national standards body could do. У вас есть контакты, если вам нужна какая-то информация, она вам необходима, мы поможем, но в этой области мы надеемся, что международные, внутренние национальные организации по стандартам как раз будут этим заниматься. You mentioned innovation. Вы говорили об инновациях. And what I would suggest will work for you is to connect with those industries you already are connected with. Я бы предложил вам связаться с отраслями, с которыми вы уже связывались, связаны. I would guess that there are many innovative products and services coming out of Russian industry that would benefit from involvement in international standards. И мне кажется, что довольно много различных продуктов, которые инновационно какие-то отрасли создают в России, и им как раз помогут международные стандарты. Whether it is the Japanese technology called fine bubble technology, Это японская технология, которая называется Fine Bubble. and there's a technical committee on that, you have to look it up. Есть технический комитет, можете поискать информацию. Or whether what we did in Canada was an outreach to all of our technical committees and said, tell us where you've got an innovative product and you can't get it into an international market. И в Канаде мы это сделали, мы обратились к техническим комитетам и сказали, посмотрите, где у вас инновационные продукты, чтобы их можно было вывести на международные рынки. We used some funding to help the industry come to the technical committee, to convince the technical committee that that product needed to be a change in the standard to take that product. And we've been successful in Canada in every one of those. You can do the same thing in Russia. У нас было какое-то финансирование, мы могли с техническими комитетами связаться, рассказать им о том, что делать с инновационными продуктами. Мы это делали в Канаде, то же самое можете сделать в России. You would prove to your industry the value of your organization, and you would prove to your government how valuable you are. Вы тогда докажете вашей отрасли, насколько ценна ваша организация, и вы докажете своему государству, насколько вы ценны. Thank you. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, у нас еще есть достаточно времени, чтобы каждый успел задать тот вопрос, который хотел. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, у меня еще один вопрос касательно перспективных тем. Собственно, как я уже говорил, на моему удивлению, все перспективные темы в основном основаны на цифровых технологиях. И, на моему удивлению, я не увидел одной из самых актуальных тем сегодняшнего дня – это биотехнологии и биоинженерия. Собственно, хотелось узнать мнение ИСО, что думает об этой теме, и является она актуальной, перспективной, насколько.
Да, знаю, что коллеги из Соединенных Штатов сейчас особенно сконцентрированы именно на этой теме. И вот хотелось бы узнать ваше мнение. I think it's an excellent point, and I think we should take the lead from other organizations in other countries. If the U.S. are taking a lead on it, then ISO should be involved. But it will be one of the items that will come forward within strategy of ISO and approved by Technical Management Board. I mean, all of the biotechnology, bioengineering is part of the future. It's what I said earlier, there are too many priorities. И дело в том, что да, это замечательное наблюдение, если какая-то страна, Соединенные Штаты, если является лидером в этой области, да, необходимо, чтобы ИСО обратил на это внимание, и здесь мы говорим о стратегии, которая была одобрена техническим руководящим бюро. Я уже говорил, слишком много у нас приоритетов. I think the challenge for Russia is for you to set the priorities that are of greatest value to your industry and to your economy. Сложность для России – это обозначить приоритеты, которые будут самыми ценными для ваших отраслей и вашей экономики. Let ISO decide the international aspect. From your point of view, Russia is your priority. И ИСО уже занимается международными аспектами, но с вашей точки зрения ваш главный приоритет России. Yeah, from my side, I would say yes, definitely yes. Biotechnology is an important part of our strategy, it's an important part of the future. The theme for the year 2018 was Industry 4.0, and we discovered there that the boundaries of the physical world with the IT world and with the biological world are getting more and more blurry. We really don't know where the physical world ends and the IT world starts. So that are very important areas for the future development. Да, биотехнология это важно, и опять же в 2018 году мы стали много говорить о четвертой технической революции, и здесь, когда мы говорим о мире цифровом, мире биологическом, мире физическом, они все уже начинают сливаться, мы уже не знаем, где заканчивается мир биологический, физический и начинается мир цифровой, они уже воспринимаются вместе. And let me respectfully disagree with something you just said. И со всем уважением я бы хотел не согласиться с тем, что вы только что сказали. You said that all the emerging areas are IT related, and I don't think that is the case. Вы сказали, что все перспективные отрасли, они связаны с IT, это не совсем так. For example, aging society. We know. Например, стареющее общество. Вот почему на меня надо смотреть в этой ситуации. We know, according to UN data, that by the year 2050, over 2 billion people will be over 65. Мы знаем по данным ООН к 2050 году более 2 миллиардов человек, 2 миллиардов, будут старше 65 лет. I am one of them. Я один из них. What are we doing today to be prepared as a society to deal with 2 billion people over 65? I don't think we are doing enough. Как общество делаем для того, чтобы справиться с тем, что будет 2 миллиарда человек старше 65 лет? Я не думаю, что мы делаем достаточно для этого. Of course, IT is very important, but there are many other emerging priorities and emerging challenges that we need to deal with starting today. Это очень важно, но много других возникающих приоритетов, сложностей, и с ними надо заниматься, начиная с сегодняшнего дня. Пожалуйста, вопросы по большому. Конечно. Наталья Панкратова, секретарь ИСО. В настоящее время в ИСО разрабатывается целый ряд документов, типов документов по так называемой ускоренной процедуре Fast Track. Судя по всему, быстро развивающиеся технологии вынудят появляться еще больше такого рода документов для того, чтобы документы ИСО были релевантны потребностям рынка.
Не кажется ли вам, что это в какой-то степени подрывает основные принципы разработки международных стандартов, прозрачность, доступность, открытость и ряд других? И какие пути вы видите в устроении вот такого вот возможного противоречия? И может ли так быть, что в будущем просто сама жизнь, рынок заставит переименовать то, что мы сейчас называем ограниченным консенсусом, в консенсус? There is a very fine balance in how that will all be handled. Здесь очень деликатный баланс того, как мы со всем этим будем справляться. We keep talking about speed of development. Мы постоянно говорим о скорости развития. But in doing that, some of the principles you mentioned suffer. Но когда мы это делаем, некоторые принципы, о которых вы говорили, из-за этого страдают. I hope some of the ways in which we involve people with virtual standards development or with online collaboration will still keep consensus as a main component. Я надеюсь, что в некоторых случаях, когда у нас будет виртуальный подход, онлайн сотрудничество, все равно мы оставим консенсус в качестве ключевого компонента. But it is very difficult. I was a member of the Technical Management Board many years before Anton went on. Я был членом руководящего бюро, технического руководящего бюро за много лет до того, как Антон к нам присоединился. And every year we said we were going to find a way to reduce the time. И каждый год мы говорили, нам надо найти какой-то способ для того, чтобы меньше времени на это уходило. The benefit of our system and the weakness of our system is we depend on the technical experts. Что хорошо и что является слабым местом нашей системы, это то, что мы зависим от технических экспертов. And to say to a group of experts from industry, hurry up, you've got a deadline, you must meet this, we're going to lose them. Если мы будем говорить экспертам из отрасли, торопитесь, вот крайний срок, ничего не получится, тогда мы просто их потеряем. And I think we have to respect that. But we do need, as I said at the beginning, there is a fine balance. Но об этом надо помнить. И здесь тонкая грань между тем, что надо двигаться быстрее. Going faster, but maintain the basic criteria. Но все-таки соблюдать основные критерии. There are no easy answers today. Легких ответов на вопросы сегодня нет. The system is changing so fast and so rapidly. Система меняется настолько стремительно. That's what's exciting about it, and I think that's what keeps a lot of us involved. Это здорово и интересно, и мы все участвуем. It's not easy. Но нелегко. Скажите, вот мы сегодня очень много говорим об изменениях, о том, что мы все живем в эпоху изменений, что стандартизация живет в эпоху изменений. Но мы являемся национальным органом по стандартизации. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, вот ваше мнение, какие меры в нынешних условиях нас, как мы можем предпринять, как именно национальный орган по стандартизации? То есть я имею в виду меры государственной поддержки, меры дополнительного информирования. Вот какие вот наилучшие шансы есть в этом отношении? Сколько осталось? How much time have we got? Сколько у нас времени? Half an hour. Well, as a national standards body, I think you need to focus on what is needed for Russia, for the governments, and for your economy and for your industry.
Как национальная организация по стандартам вы должны фокусировать свое внимание о том, что требуется России, государству, экономике, отраслям. I will talk a little bit about my time as the CEO of the Standards Council of Canada. Я был руководителем Совета по стандартам Канады какое-то время. The national standards of Canada have decreased in number. Меньше стало национальных стандартов в Канаде. Our intention for every standard or any area that needs a standard is to look international. И наше намерение для любого стандарта, для любой области, которая нуждается в стандартах, это рассматривать все с международной точки зрения. Canada is a trading nation. We need to make products that are accepted around the world. Канада торгующая страна, нам необходимо создавать продукты, которые будут приниматься в различных странах мира. So following international standards is best for Canada. Для Канады самое лучшее следовать международным стандартам. That is very much understood by Canadian industry. It is Canadian government that needs the convincing. И отрасли в Канаде хорошо это понимают. Это государственным организациям требуется все разъяснять. The second thing that Russia can do is look at what is needed within a region. И второе, что может делать Россия, это посмотреть, что требуется в регионе. You know, in Canada, we're influenced so much by the United States that we look very much at what the big U.S. standards development organizations are doing. В Канаде настолько сильно влияние Соединенных Штатов, мы постоянно смотрим на то, что делают крупные организации по разработке стандартов в Соединенных Штатах. To do that, I doubled the number of standards development organizations that Canada can use to develop Canadian standards. Делая это, все-таки я удвоил количество организаций, которые помогали разрабатывать канадские стандарты. Half of them, there are 9 now, half of them come from Canada, the other half are U.S. standards development organizations that have to develop standards according to our rules. И половина, их 9 сейчас, половина это канадские организации, а половина американские, которые разрабатывают все в соответствии с канадскими правилами. So it's international first, then regional, then national is the very last. Международное, региональное, последнее национальное. But even in the national area, there can be international implications. Но может даже в национальной области все это может влиять на международную ситуацию. An area that will be very familiar to Russia is the north of both of our countries. И то, что очень знакомо России, это север наших стран. So we recognize that the melting permafrost means that our construction standards are no longer valid. Мы признаем то, что тающая вечная мерзлота делает существующие строительные стандарты бесполезными. So we received funding from the government to have standards developed for melting permafrost. Мы получили финансирование от государства для того, чтобы разработать стандарты для тающей развития районов тающей вечной мерзлоты. It's warmer, so there's more snow, so the buildings aren't strong enough. Теплее, больше снега, недостаточно сильно укрепленные здания. There's more snow, so there's more melting and there's more runoff. Значит, больше снега, снег тает, больше воды. Canada should be sharing those standards with Russia. Канада должна делиться этими стандартами с Россией. They're public documents, the government paid for them. Это документы, которые находятся в общем доступе, государство за них заплатило. So even when we followed the national standards process, that we believed that there was a regional or an international region. Даже когда мы занимаемся национальными стандартами, мы считаем, что есть и региональное, и международное применение. That's my quick answer. Вот так я быстро ответил на этот вопрос. Building on what was just mentioned by John, only one additional comment from my side. We have over 300 technical committees
but that is just the top of the pyramid. Below that, we have subcommittees, working groups, you name it. In total, all in all, is around 3,000 bodies working on the development of international standards. So the magic word there is prioritization. So my first piece of advice there is you need to connect your strategy with your national strategy. So the Russian government has a vision. Where is this country going? That's a good point. So you need to understand that global vision. Second, you need to see how do you want to or how can you contribute to the achievement of that vision. And then it comes to the development of the national standardization strategy. You cannot be everywhere, and you cannot spend your resources in the same manner in all those 3,000 working groups. You need to understand where your priorities are and hopefully well aligned with the national strategy for development of this country, and then you need to put most of your energy and resources in those areas. So the development of a national standardization strategy would be a key priority from my point of view, and that is not only for GOST R, that is a national strategy. You lead it, but needs to represent the whole of your country. Дело в том, что мы говорим о комитетах, около 300 комитетов у нас, но это только верхушка пирамиды, потому что под комитетами подкомитеты, рабочие группы, всего их уже не 300, а 3000. И здесь очень важное слово приоритизация. И какую рекомендацию могу дать? Дело в том, что существует какая-то государственная стратегия. У российского государства есть какая-то миссия, есть какое-то видение будущего. И необходимо национальной организации по стандартам помочь в каком-то исполнении, применении этой стратегии и претворении этого видения в будущее. Невозможно тратить деньги на работу всех 3000 подкомитетов и рабочих групп. Надо создать свои приоритеты и, соответственно, выделить ресурсы, но главное это помочь национальной стратегии. ГОСТ здесь должен вписаться в эту работу с национальной стратегией. Если будет позволено, если коллеги сегодня на встрече с председателем правительства упомянут про стратегию развития стандартизации или концепцию развития стандартизации в Российской Федерации, я думаю, все будут благодарны. Да, конечно, я уверен. We will say whatever he tells us to say. Мы скажем все, что нам скажут. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Господин Уолтер уже ответил на мой вопрос частично, но я все-таки его задам. 71 год назад, когда создали ИСО, учредители договорились, что будет несколько официальных языков. Как вы считаете, какова судьба этих языков в ИСО? Как будет работать ИСО в будущем? Ваш совет мы уже услышали, когда вы отвечали на другой вопрос. Но как в будущем? Что в цифровой экономике, в цифровой стандартизации, какова судьба языков? Yeah, it's an excellent question because it's a very troubling issue for me. Отличный вопрос, потому что он меня очень волнует. Серьезно волнует. And I didn't realize it as much until over the last 18 months I've been meeting with more technical committees. И я этого не понимал, а вот в течение последних 18 месяцев я все больше с техническими комитетами встречался. You work with IEC, you will know that IEC works entirely in English. IEC, вы с ними работаете, вы знаете, что они только по-английски работают. I sincerely hope that as we move forward, there will be many different ways for languages to be translated. А я искренне верю, что по мере нашего продвижения к будущему будет несколько путей возможности перевода с разных языков.
I don't think that moving entirely to English is the answer. Я не думаю, что переход только на английский язык является ответом. We have too many people from around the world in too many languages, and we must find a way to bring them into the system. Слишком много людей по всему миру, слишком много языков, и надо как-то их включить в систему. When I think of the changes, and I personally am older than ISO, so I can go way back. И когда я думаю об изменениях, я старше ИСО, поэтому я вообще вспоминаю то, что было очень давно. When I think back to the stories my grandfather told me Когда я about вспоминаю, что дедушка мне рассказывал, working on a farm and driving a team of horses, they didn't have cars. он на ферме работал, и у него были лошади, машин не было. Look at the changes in our world in the last 100 or 110 years. Посмотрите на изменения, которые произошли в мире за 100-110 лет. Or look at the last 10 years. Или 10 лет. And so my hope is that there will be a way in which machines can translate for us. Я надеюсь, что как-то изобретут способ, чтобы машины для нас переводили. That will allow you to speak your language at any place in the world, be seen on a screen, and everybody hear in a language that they need to hear. The answer is not to go everybody to English. И я надеюсь, что вы сможете говорить на вашем языке, а перевод будет виден на экране, или каждый услышит то, что вы говорите на своем языке. Я не считаю, что это должен быть только английский. The short term is, unfortunately, it's mainly English. So for the short term, Краткосрочно, к сожалению, в основном английский язык. for the short term, I think that's just a reality, and you've got to try to find experts and technical people and secretariats who can communicate in that language. Either that, or we'd all better learn Chinese. Краткосрочно надо найти технический персонал, людей, которые смогут общаться по-английски. Ну или это, или надо нам быстро изучать китайский. Быстро. Все. Quickly. Like to understand. Learn English or Chinese, I don't know Ну, which не one. знаю, английский быстро изучать, китайский, ну, в общем, какой-нибудь. Without joking, China has made a great success out of using English as a platform to advance their ideas, and everybody should do that. Но если кроме шуток, то Китай очень многое сделал для того, чтобы английский язык использовать в качестве платформы для донесения своих идей, и все должны учиться у Китая. Спасибо. Thank you. Коллеги, есть еще вопросы? Я думаю, что нам имеет смысл на этом, наверное, поставить запятую. Запятую, потому что у вас еще впереди много встреч. Поэтому, если мы вас отпускаем, это не значит, что работа закончена. Спасибо большое. Спасибо большое всем за активность. Но осталось теперь внедрять все эти советы, которые коллеги... Есть предложение сделать общую фотографию. It's part of the standard. Отлично, отлично. Это часть стандарта, групповая фотография, да. Так, сейчас get me started.